Здравия! Этот ролик с возрастным цензом, буду ругаться. И он, с учетом проторговки, обошелся мне и моему корешу Антохе примерно в 600 баксов. Эксперимент этот следовало провести по полной, поскольку скоро медвежка и зарабатывать можно будет только торгуя вниз. Само собой, этот ролик посмотрит 50 человек и хуй кто задонатит. Поэтому тему крипты закрыл на канале. Сплошные потребители, даже когда были тысячи просмотров, которые ищут золотую антилопу в надежде разбогатеть вчера. На передаваемые знания им плевать, долбоебы короче. И слава богам, что почти все отвалились. Быть богатым — это про знания, а не про халяву. Искатели оной в конечном счете бывают инвестиционные фонды и подобные лохотроны. Последний раз заходил в тему фьючерсов пару лет назад. Ранее в роликах говорил, что и сам пытался, в приватной сигнальной группе был. И в те разы у меня были потери во всех случаях. Так и сейчас. Все хорошо, но в определенный момент начинается жопа. Тогда я был еще не совсем готов, но сейчас у меня прибавилось опыта в трейдинге, и я был готов ко всему и жестко устраивал эксперименты по всем аспектам. Терял и восстанавливал деньги, пробовал все стратегии. Самое правильное — относиться так же, как и к споту, но вниз. И торговать на больших плечах, на микродвижениях также не вариант. Комиссия сжирает просто все. Биржа как-то 90% заработка отняла. А самый главный негатив, что к концу второго месяца у меня уже начались нервные психические подвижки из-за этого всего. Потнина еще та, с обязательной фиксацией убытков. На споте я вообще не нервничаю по сути. Можно пересиживать сколько требуется. А на фьючерсы комиссию плати, лучше не ошибаться. Пересиживание было раза 3 за это время. Сидеть 2 недели терпеть минус 150 баксов — это тяжело. И график сильно наказывает. Меня спасали только очень длинные стоп-лоссы. Но и до них могло добраться при желании, и тогда была бы полная жопа из-за плеча. А теперь поговорим про ботов. Во-первых, я не ожидал такой наглости. Такое впечатление, что как в последний раз. Дует как могут, и что скоро все это закроется. На альте далее 50 места в топе. Боты уже начинают сходить с ума от 10 плеча. Да и хрен с ними. Даже биткоин начинает вытворять дичь от 15 плеча примерно. А торговать им без крупной суммы или большого плеча невозможно. И единственный вариант на нем заработать — это попасть в крупный пролив. Там просто бот не может загнать график обратно при паник-селе. Боту качной график ничего не стоит, у него полно монет, стоящих владельцам ноль. То есть лить вниз они могут вечно, тупо нагружая стакан. Но если вы думаете, что именно продажи или покупки двигают цену, то вы существенно заблуждаетесь. Там куча ботов, переставляющих цену лимитных ордеров. Чтобы двигать цену, выкупать стакан не требуется. Просто переставляются большие стенки и задаются направления небольшими покупками. Дальше цена притягивается к объему, ботами и непосредственно участниками рынка. А боты еще те суки, видят твое плечо и делают проброс с резкой покупкой и продажей достаточного объема для стрижки твоего плеча или стопа. В конечном счете фьючерсы доят именно биржи. А у них валом денег, и они видят всю статистику и устраивают стрижки. А чтобы не палиться, они ввели так называемую индексную цену. Это когда идет синхронизация между биржами. Они поддерживают друг дружку, а мелкие биржи уже за ценой идут. Заканчивая плечах, мне уже очень больно на пятом плече. Третье, четвертое еще терпимо. Дальше вам устроят мясорубку. Прыжки графика постоянны. Пробовал плечи, как и очень большие, так и очень маленькие, и на разных активах. И это очень большой пот. Процент угадайки в удачный день у меня достигает примерно 90%. То есть я могу сделать 20 сделок, и всего одна будет в минус. Но это когда все хорошо и рынок предсказуемо себя ведет. А когда идет все по жопе, это просто мрак. На фьючерсах очень легко терять деньги. Часто подводит сама возможность торговать вниз. А график берет и пробивает вверх, хотя ты все как надо сделал. В торговле я просчитываю только биткоин, ведь за ним рынок ходит. Но рассинхрон альты — это просто бес в квадрате. Процентов 50 потерь именно из-за этого. Еще биржи не могут сделать настройки по умолчанию. Один раз про Sony накосячил. Еще пару раз просто при смене актива забыл снять 10 плечо. По умолчанию. Общие потери из-за этого примерно $150. Ведь по 10 плечом ты сразу входишь на несколько тысяч долларов. И боты начинают течь и сходить с ума. Как-то раз из-за такой ситуации, в смысле большого плеча, попал в откровенную мясорубку. Вошел по направлению правильно, но бот выпрыгнул настолько сильно вверх, что подумала, что график развернулся,
а потом снова вниз и так несколько раз, пока всех не снесло, а потом пошло уже куда предсказывал. И они, сука, наглые, особенно на активах без денег. Прям видно, как охотятся за стопами. Часто убираешь свой стоп, и график резко тормозит, идет дальше, куда следовало. И это не шутка, я это видел и специально делал кучу раз. Во фьючах почти никого нет. Бот придет именно за твоим стопом. А еще во втором месяце были отключения электричества и ремонт ТП, о которых оповещали временами по факту сраные ЖКХшники, 30 с чем-то лет не ремонтировавшие ничего. Но тут опять не могу не укусить оккупационную систему. Какой-то депутат из «Едим Россию» недавно сказал, что ожидаются массовые прорывы труб. Если не повезет зимой, готовьтесь. Короче, форс-мажоры бывают, и поэтому следует стоп-лосс ставить, чтобы не просрать всю ставку. У меня ошибка бывает в 1-2% от точки входа, а затем все нормально. Но на фьючах за ней придет босс с очень большой вероятностью. Ведь напрямую спот и фьючерсы не связаны, помните это. И опять возвращаемся к теме, что нельзя ошибаться, и это влияет на психику. И если ты новичок и думаешь, что раскачаешь 100 баксов, ну как это шлюхи рекламируют по ютубам, то тебе просто пиздос, без вариантов. Даже меня опытного в очередной раз трахнули. Я в определенный момент впал в состояние казино и ничего не смог с этим сделать. Надо же отыгрывать минуса. Короче, спот решает, тише едешь, дальше будешь. И даже на споте лучше быть роботом без чувств. Если из-за какой-то ставки не можешь спать, это уже клиника. Лучше на завод или снижать сумму. Тем более, что со входом ETF или крупных денег в этом цикле рынок стал полным говном. Рост, затем высаживание вниз, долгое и нудное. А альта уже раза 3 на росте в медвежку сходила. Крипта это от трейдера по сути. Много чего еще не рассказал, но в общем смысле, те, кто наблюдает статистику ликвидаций, понимают, что дует именно лонг. То есть, что бы ты ни делал, можно торговать на фьючах только вниз. Оседлать волну вверх-вниз можно, но это периодически сильно подводит. Из-за рассинхрона на медвежке торговать буду без кредитного плеча, поскольку уже показывал в телеге в прошлом цикле, как биржа делает прострел вверх на 50%, а затем вниз также, выкашивая этим вообще все плечи. Всем добра, здоровья, процветания и денег.